Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы совершим прогулку по древнему городу Петра. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Я шел почти в непрекращающемся гуле туристов, не представляя, что ждет меня за очередным поворотом. Странные, куполообразные скалы с вырезанными в толще камня пещерами недружелюбно провожали меня пустыми глазницами в охраняемый ими город Мёртв. Тропа уткнулась в скалу и превратилась в узкий проход между вертикальными красными стенами. Солнце уже ничего не смогло осветить. Я шел по извилистому пути, долго и молча, сопровождаемый лишь очередными взглядами возвращающихся туристов. Неожиданно впереди забрежил яркий свет. Через несколько метров скалы расступились. Я вышел на площадь, усыпанную туристами. В центре стоял человек в белой одежде до пят. Он медленно поднял руки, и полилась музыка флейты. Она змеей растекалась по всему пространству, проникала в расщелины, отражалась от желто-красных скал и улетала в бесконечность звездного неба. Величественное здание, на фоне которого стоял раб и сокровищница фараона. Оно доминировало над окружающим пространством. Имея оно стены, его можно было бы принять за античный греческий храм. Но стен не было. Прямо в скале с невероятной тщательностью были вырезаны фасад, колонны, портики, статуи, ступени, ведущие ко входу в темное внутреннее помещение. Петра. Так я вошел в Петру. Город, живущий в 4 измерениях, вернее живший. Сознание отказывается принимать, что подавляющее большинство захватывающих величественных скальных дворцов всего лишь отдельное захоронение огромного, многовекового и многонационального некрополя. Так уж повелось в древности. И яркий пример этому – египетские пирамиды. Погребальные сооружения создавались на тысячелетия. Храмовые культурные строения рассчитывались на века. Бытовые же и жилые постройки на срок едва ограничены человеческой жизнью. В лучшем случае жизнью. Нет, это не создавалось именно некрополь. Здесь, в глубине скал, когда-то проживало 20 тысяч человек. Были рынки, бани, виллы за бассейнами, разветвленная система водопроводных каналов, театров, правительственные учреждения, сенат. Просто время и землетрясение, ветер и песок разрушили и скрыли всю эту суету. Когда думаешь о Петре, хочется ввести особое 5-е измерение, направленное в толщу скалы. Описывают вырезанные за столетия в массиве горы комнаты, пещеры, складки, помещения, алтари, жертвенники и обелиски в обычных геометрических древних землях. Все здесь дышит временем, тягучим, как каменные ступени к огромному алтарю на самой высокой скале Зигатов, пропитанной кровью тысячелетних человеческих жертвоприношений Богу Солнца. Арабы, населяющие ныне Иорданию, с сомнением относятся к Ветхому Завету, как к историческому документу. И в своих путеводителях начинает описание с момента расселения в долине Моисея трудолюбивого арабского племени Набатея в IV веке до нашей эры. Чуть позже греки назовут эту местность Петра, что означает скала, камень. Источником богатства набатейцев, прежде всего, были пошлины с караванов, плата за их охрану и сопровождение, дань соседних народов и разбойничий промысел. Их влияние простиралось от Синая до Дамаска. Слухи о процветающем государстве привлекли внимание римлян. Завоевать Петру им поначалу не удавалось. Слишком хорошо защищали город окружающие горы. И слишком легко было оборонять проход в город, называемый тогда Сит. Шириной-то всего 2, от 2 до 5 метров. Среди 80-метровых отвесных скал. Но в 106 году нашей эры набатейцы все же проиграли битву войскам императора Трояна.
Петра, уже римская, процветала еще пару веков. Но в связи с развитием судоходства по Красному морю город потерял свое значение, и римляне покинули его. Византийцы пришли в Петру уже во времена ее упадка, и несколько особенно значимых сооружений было оборудовано под христианской целью. Завоевание города арабами в VII веке не оставило особого культурно-исторического следа. Последнее упоминание о Петре относится к XI веку, периоду Иерусалимского царства крестоносцев, развалины крепости которых находятся недалеко от главного алтаря жертвоприношения. С тех пор Петра как бы исчезла для всех лица земли. Лишь легенды о несметных набатейских сокровищах, упрятанных где-то в мертвом городе в Иорданских горах, и охраняющие их кровожадных бедуинов передавались из уста в уста. Открыл Петру для нас европейец, швейцарский путешественник Йоханн Людвиг Бурквард в 1812 году. Для этого ему понадобилось выучить арабский язык и изучить Коран. Внешне искатель приключений был похож на мусульманина. Возможно, именно поэтому арабы согласились показать ему дорогу в скальный город. Найти проводника было непросто. Все боялись идти в город ночью, населенный по-моему злыми духами. Проводник вел его для совершения жертвоприношений в мавзолее Аллаха. Пройдя по скальному коридору и выйдя к высеченным в скале 40-метровой сокровищнице, Бурквард понял, что это и есть легендарный город. И от восхищения чуть не выдал себя, начав рассматривать великолепное сооружение. Проводник даже хотел убить его, но находчивость ученого спасла ему жизнь. Так, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.